Pentatonix Reaction. Ребята, всем привет! С вами преподаватель вокала Орлеана. Ребят, ну что ж, вы меня тоже уже давным-давно просите записать реакцию на такую потрясающую, очень популярную в Америке группу Pentatonix. Это акапелла коллектив, который поет очень известные песни, эвергрины, песни, так скажем, не стареющие, вечно зеленый контент, поют в своей авторской аранжировке. То есть это 5 вокалистов, всегда пента наверное, это по латыни пента, да, 5 означает 5 вокалистов, которые создают всю музыку. Я так предполагаю, что здесь и битбокс, и бас, и, ну, соответственно, гармонические созвучия, то, что строит именно аккорды, да. Я вот посмотрела сейчас, канал огромный, 19,5 миллионов подписчиков. Это просто не вообще, какая у них сумасшедшая популярность. Потому что для таких групп такая популярность — это, ну, не то чтобы редкость, но чтобы акапелла коллектив был с такой огромной армией фанатов, это нужно быть, ну, действительно очень крутыми. Хотя, знаете, нет, наверное, не так. Есть очень много крутых коллективов, которые не имеют такой популярности. То есть это все-таки и умение себя продать, преподнести. Ну, я думаю, что там продюсеры хорошие у этого коллектива. Ребята, смотрю на видео, смотрю на значки последние, вижу здесь, что всего одна девочка и 4 парня. Парня, кстати, давным-давно помню, вот этого рыжеволосого. Он, мне кажется, был с самого начала в этом коллективе, как я только узнала про Pentatonix. А всех остальных не припомню. Не припомню. Может быть, менялись, но вот рыжеволосый парень точно не менялся. А вы все, что знаете, ребята, про этот коллектив, напишите мне в комментариях. Я всегда с удовольствием читаю ваши комментарии и узнаю новое. Давайте сейчас посмотрим песню, которую они выложили месяц назад на канале. Она набрала почти 2 миллиона просмотров. Pentatonix Over the River. Есть такой джазовый стандарт известный Over the Rainbow, над радугой, здесь над рекой. Дорогой друг, а если ты еще не подписан на мой канал, то обязательно подписывайся и смотри дальше классные реакции от меня. Я думаю, что это такое знакомое? Линдси Стерлинг, это же известная скрипачка. Я не помню откуда, но я ее знаю. Не помню откуда. Это известное очень имя. Я уже давным-давно, когда их смотрела, ребят, давно привыкла, что Pentatonix, они поют акапельно все. Ну, то есть нет вообще никакой музыки. Здесь все-таки есть музыка, да, и там, ну, понятно, что скрипачка, там, виолончель, и, да и вообще бас, да, сейчас все это, электронная музыка тоже тут включается. В общем-то, есть подложка, ну, давайте будем смотреть. Скорее всего, это их авторская песня. Потому что я не знаю такой песни, но, опять же, я не могу утверждать, что я знаю все песни, которые существуют, да. Я думаю, что если бы кавер было бы написано, это, и, скорее всего, их собственное творчество. Смотрим. Ага, да, ребята очень популярную музыку сейчас делают. Красиво снято видео. Такое какое-то оно, знаете, как это называется там? С экшеном. Экшен. В стиле экшен. Когда ты даже монтаж такой, да, немного зависающий. То есть он то быстрый, то какое-то замедление, то ты такой думаешь, что происходит вообще, где я? Ну вот реально экшен, ребята, тут как по-другому не скажешь. Линдси, девушка такая, прямо со скрипкой и стразами на ней. Интересно.
хотелось бы, конечно, посмотреть что-то акапельное, ну ладно. Да, вот эти вот эффекты прикольные, да, то в быстром темпе съемка, то в каком-то раз замедление, как будто вот так вот в океане, да, такой замедленной съемкой. Но, знаете, такой вот экшен, я не особо люблю такой вообще жанр, наверное. Это как вот фильмы снимают, да, в кинотеатрах, там, во всех кинотеатрах страны приходите, и там начинаются вот эти вот ролики, да, такая замануха. Вот здесь тоже похоже на замануху. Очень динамичное видео такое. Картинка очень быстро сменяется, постоянная смена, да, но это, в принципе, закон монтажа. Чем больше картинок, тем лучше. Но все-таки по мне тоже бы не перегрузить, да, ну, для меня многовато, для меня многовато. Я умею фокусировать свое внимание, чтобы не переключаться. Но вот это, видимо, такие видео как раз снимают для людей, которые сложно фокусируют свое внимание, и другим их не зацепить. Фокус внимания в нашем мире сейчас немного редкость. Какая Линдси, какая интересная девушка, как она... Скорее даже смотришь не как она играет, а как она двигается во время игры. Я не знаю их всех по именам. А вы, ребята, да, пока смотрите видео, напишите мне в комментариях, если вы являетесь поклонниками, фанатами коллектива Pentatonix, напишите мне в комментариях, как зовут всех участников. Я буду к следующему разу знать и, в общем-то, называть по именам. Бас мне нравится, бас крутой. И все-таки бас я слышу вокальный именно. Кстати, кто бас-то там? Бас крутой, вот прямо вообще. Я, видимо, такой человек, который западает на вокал басом. Не знаю, что со мной. Я прямо сразу его выцепляю, и мне кайфово от этого такого прямо жирного большого звука. Очень похоже на саундтрек к какому-то фильму. Ощущение, что они прямо вот снимают для фильма голливудского. Почему бы и нет? Может быть. А вот этот вот чувак в шубе, ну не вот этот, сейчас мы его дадим. Вот этот вот персонаж в шубе, ну, я почему-то во многих артистах вижу Фредди Меркури, как я видела образ Фредди Меркури у солиста группы Måneskin, да, победителей Евровидения 2021. Я видела образ вот этого Фредди. Сейчас я вижу образ Фредди вот в этом артисте, в этом участнике коллектива. Не знаю, может быть, они действительно подбирают такой образ, чтобы прям вот зацеплялось глаз вот, да, за это воспоминание. Оно немножко другое, это немножко другой человек, но образ все равно Фредди. Почему так получается? Я не понимаю. Ну вот гармоническое сопровождение, то, что вот они хоровые вот эти аккорды выстраивают, конечно, это все равно классно. Это все равно слышно, что именно вокальное идет сопровождение, да. Скрипка здесь, басы есть и перкуссия есть, но и есть вокальный бас. Не знаю, с этой песней можно прямо ехать на Евровидение. Когда у нас уже Америка войдет в Евросоюз? Да, но вот это, конечно, съемка, она очень сильно цепляет. Вот этот вот быстрый, причем, знаете, нормальная скорость, потом где-то ускорение, а потом резко после ускорения сразу замедление. И такое залипание. Ну, в общем-то, это да, на массового зрителя, конечно, сделан продукт. Ну, интересно, оригинально, конечно, что они так сочетают и на инструментах играют, да, и
что они так, в общем-то, показывают максимальное количество своих талантов. Да, неожиданно все закончилось. Друзья мои, ну вот мы и посмотрели с вами первый раз на моем канале Pentatonix вместе. Могу сказать, что коллектив, конечно, очень крутой. Сейчас он очень популярен. Соответственно, и жанр, и даже нет, не жанр, стиль, он немножечко популяризировался. Он стал более таким вот, ну, как мы говорим, на массового зрителя, да, то, что заходит. Конечно же, лично я люблю больше в таких коллективах, в таком жанре, в таком стиле, да, ансамблевом пении, я больше люблю, когда чисто вокал, когда прямо это акапелла идет. Сейчас мы посмотрели не акапельное видео, там была и известная скрипачка Линдси Стирлин, и играли на виолончели еще, да, участник самого коллектива. В общем-то, интересно, в принципе, мне понравилось, но вот именно в таких коллективах я больше люблю акустическое звучание. И, наверное, в следующий раз, когда мы будем с вами смотреть Pentatonix, я попробую найти какое-то тоже, может быть, популярное видео, но более раннее. Тогда, когда у Pentatonix еще не было такой огромной широкой аудитории, когда они только, ну не то чтобы начинали, но еще были не так широко известны. Найду какую-то вот чисто акустическую, акапельную версию песни, какого-то, может быть, кавера, и мы с вами вместе посмотрим. Я, конечно, вот больше люблю такое. Вот. Но в целом, то, что они сейчас показали, что они сделали, это тоже очень интересно, очень красиво, звучание классное, и мне нравится. И вот солист, да, тенор, парень не поменялся, он таким является, наверное, знаковым участником. Хотя, может быть, и другие участники тоже не менялись, но почему-то именно вот рыжеволосый парень, он как-то сразу же у меня ассоциировался, вернее, Pentatonix у меня ассоциировался именно с его образом. Вот так. Классный коллектив, слушайте Pentatonix. В следующий раз мы с вами посмотрим акустическую версию и сравним с этой. Pentatonix, спасибо большое. Ребята, если вам понравилось мое видео, поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях. Это помогает развитию моего канала. А также будьте подписаны и приходите на премьеры новых реакций каждый понедельник и четверг на моем канале. Ну все, ребята, я с вами не прощаюсь. С вами преподаватель вокала Орлеана. И до скорого. Обязательно еще увидимся.